Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем изучение инструмента Postman, и я хотел бы вам рассказать про использование файлов с расширением CSV, а также JSON для того, чтобы мы с вами могли загружать какие-то тестовые данные. В данном конкретном случае это будут переменные для запуска нашей коллекции. Не прибегая к единичному заполнению body какими-то данными, а используя уже готовые документы для нашей работы, чтобы оптимизировать ее и ускорить этот процесс. Что мы должны для начала сделать? Предлагаю нам создать отдельную новую коллекцию для этих целей, которую давайте мы так и назовем CSV plus JSON. И внутри этой коллекции давайте создадим какой-то новый request. Как мы с вами помним, мы работаем с таким сайтом, как regress.in, где есть тестовая документация и тестовые образцы запросов и ответов, которые мы можем использовать в целях обучения. И предлагаю с вами выбрать такой метод, как post, который позволяет нам зарегистрировать пользователя успешно. Для этого нам необходимо скопировать базовый URL и endpoint. Если вы не помните, что это такое, предлагаю вам посмотреть первое занятие, посвященное этой теме, где я немного подробнее рассказываю об этом. Для этого мы просто нажимаем сюда и копируем из адресной строки эту информацию. Далее мы создаем request, присваиваем ему какое-нибудь имя, давайте не будем долго думать, register, и сохраняем. По умолчанию здесь установлен запрос get, но нам необходимо post, потому что мы будем отправлять некую информацию на сервер и регистрировать нового юзера. Сюда мы вставляем нашу URL, которую мы скопировали с сайта regress.in. И теперь мы можем обычным нам способом с помощью вкладки body, выбирая как бы сырой формат и JSON, я думаю, мы с вами уже все помним, как это работает, скопировать тело нашего запроса и отправить наш запрос на сервер. Все проходит успешно, появляется 200-й статус-код, который свидетельствует о том, что действительно все прошло хорошо. И возвращается ответ от сервера и вот такой вот body, то есть наш ID и токен. Что нам нужно сделать дальше для того, чтобы использовать файлы CSV и JSON для упрощения нашей работы? Во-первых, нам нужно создать дополнительные переменные для e-mail и для пароля, которые в дальнейшем будут у нас фигурировать в наших файликах CSV и JSON. Как мы с вами помним, окружение именно позволяет нам создавать большое количество переменных для определенной среды, в которой мы будем работать. Для этого мы нажимаем на управление нашими окружениями. Так как я не хочу создавать какие-то виды специфичные переменные, я выбираю globals, которые будут доступны для всех окружений. И здесь у нас уже есть e-mail и есть пароль. Initial value нас не интересует, так как если мы введем сюда какие-то данные, они будут доступны всем участникам нашей команды и в том числе будут храниться на сервере Postman. Нам нужно вводить данные в current value. Используем наши данные с сайта regress.in, копируем наш e-mail и пароль. Так, мы ввели наши тестовые данные, сохраняем. И теперь их можно использовать непосредственно в теле нашего запроса. Как мы с вами помним, мы используем две фигурные скобки. И сюда мы вставляем наш пароль. В фигурных скобках у нас содержится наименование нашей переменной. Обязательно сохраняем нажатием Ctrl+S. Наш запрос сохранился. Если мы еще раз попробуем отправить этот запрос, то у нас будут использоваться переменные из globals. И как мы с вами видим, опять появляются те же самые данные, то есть передались те данные, которые у нас были в тестовых. Что мы с вами будем делать дальше? Мы должны создать CSV файл,
в котором будет содержаться информация для этих переменных, для нашего e-mail и для нашего пароля. Для этого можно зайти на рабочий стол, нажать на правую кнопку мыши, создать и текстовый документ. По умолчанию у вас не будет доступно расширение файлов для их редактирования. Поэтому что нужно сделать вам для этого? Нужно зайти в проводник, выбрать вид, параметры, опять же вкладку «Вид», найти информацию «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов», и у вас будет этот чекбокс выбран. Вам нужно снять этот чекбоксик и сохранить. Тогда вы сможете редактировать непосредственно расширение. Это очень удобно, когда нам нужно создавать, к примеру, какие-то тестовые данные, либо же наши файлы с определенным расширением, чтобы не прибегать к использованию каких-то различных дополнительных тулзов, можно использовать и встроенные в Windows возможности. И давайте назовем его data, то есть наши данные, и изменим наше расширение на CSV. Появится предупреждение о переименовании, да, мы соглашаемся, так как у меня уже был создан один файлик, то присвоила цифру 2, но мы изменим это опять на дату CSV. Так, теперь мы можем открыть этот наш экселевский файл. И здесь мы должны назвать столбцы именами тех переменных, которые мы будем использовать в Postman, то есть это будет e-mail и наш пароль. Так и называем e-mail и password. И придумаем какие-то тестовые e-mail. Мы с вами создали 3 значения для каждой из этих переменных, для e-mail и для пароля. Сохраняем наш файл, мы возвращаемся в наш Postman и запускаем нашу коллекцию. О запуске коллекции и вообще, что это такое, мы с вами говорили на предыдущих занятиях, поэтому я не считаю нужным еще раз об этом напоминать. Давайте еще раз убедимся, что у нас здесь все сохранено. Да, действительно, все сохранено, чтобы не было в дальнейшем ошибок. И теперь, так как у нас нет какого-то вида специфичного окружения, мы его не устанавливаем. Мы хотим один раз запустить наш тест, нашу тестовую коллекцию. Никаких задержек нам не нужно. И здесь нас будет интересовать именно поле Data, куда мы и будем добавлять наш CSV файл с нашими данными. Так, здесь убеждаемся, что у нас выбран Data File Tab text/CSV, и мы можем сделать превью. Для чего это нужно, сейчас вам объясню. То есть, смотрите, сейчас у нас эти две переменные, они никак не разрознены между собой. Нам необходимо изменить структуру нашего CSV файла, потому что там эти переменные и вообще данные будут разделяться запятой. Как это можно сделать? У меня предустановлен такой текстовый редактор, как Notepad++. На самом деле, просто текстовым редактором у меня не поворачивается язык его назвать, потому что здесь включены дополнительные функции, такие как компилятор. То есть, когда мы пишем какой-то код на языке программирования, здесь предустановлено огромное количество подсказок и синтаксиса для различных языков программирования. То есть, компиляторы подсказывают нам, как его правильно, грамотно писать, и автоматически подсказывают те элементы, которые мы должны использовать. Обычно этот инструмент я использую для того, чтобы, например, посмотреть XML какие-то и предредактировать их, либо же просмотреть код, который приходит ко мне. Иногда это полезно. И для того, чтобы нам изменить немножко структуру нашего CSV-шного файла и добавить там запятые, мы должны открыть этот файл с помощью Notepad++. Этот инструмент, кстати, бесплатный, вы можете скачать его на официальном сайте. То есть просто вводите Notepad++ в поисковую строку в Google и ищите его. С скачиванием нет никаких проблем, поэтому показывать вам не буду. Нажимаем, что мы хотим редактировать с помощью Notepad++. И теперь мы добавляем сюда запятые для того, чтобы наш Postman смог скушать этот файл корректно и отобразить те переменные, которые мы хотим использовать, правильно. Сохраняем его.
Заходим в Postman, выбираем нашу коллекцию, раним ее. И теперь опять же выбираем наш файл CSV, в котором будут необходимые нам переменные. Так, ищем его, вот он. И теперь, когда мы нажимаем на превью, мы видим, что у нас все хорошо. То есть будут использоваться именно те переменные, которые находятся в соответствующих столбцах. После этого мы нажимаем на Run CSV plus JSON, и у нас все хорошо прошло. То есть у нас было 3 значения, 3 наших запросика отправилось, и как мы можем просмотреть, что да, действительно отправилось то, что мы хотели в нашем файле, посмотреть на request body, то есть у нас действительно отправились те переменные, которые мы в нем указали. То есть проверим для каждого из этих запросов. Так, действительно все прошло хорошо. Ввиду того, что мы используем тестовую API-шку, которую нам предоставили, там предустановлены свои настройки, связанные с тем, что должно уйти в теле запроса и вернуться в теле ответа. Так как мы использовали свой e-mail и свой пароль, то нам выдают 400-ю ошибку. В случае, если бы мы использовали какую-то реальную систему, нашу, в которой мы работаем, и отправляли запрос с этими данными, то, конечно же, бы пришел 200-й статус-код об успешном выполнении операции, и тогда все бы прошло хорошо. Но так как, еще раз повторюсь, это тестовая API-шка, поэтому сейчас приходит 400-й статус-код. Поэтому можете на это не обращать внимания. Наша основная задача — научиться использовать файлы CSV для того, чтобы загружать информацию и отправлять ее на сервер. Второй момент, который я хотел бы с вами сегодня разобрать, это использование файлов с форматом JSON, то есть мы непосредственно загружаем уже информацию об этих переменных в JSON формате. Как это делается? Опять же, мы с вами возвращаемся на рабочий стол и создаем новый файл. Давайте опять возьмем txt и назовем его опять data, пусть будет 1, и формат у него будет JSON. Мы можем редактировать его как используя наш Notepad++, так и используя обычный блокнот. Давайте проредактируем его в ++. Для вашего удобства, как проще всего писать файлы в формате JSON? Во-первых, мы должны поставить наши квадратные скобки сначала. И внутри мы будем уже прописывать наш объект. Объект начинается с фигурных скобок и заканчивается опять же фигурными скобками. Для того, чтобы делать такие отступы, мы нажимаем просто на клавишу Tab. Это уже будет наш объект. И как мы с вами помним, в объекте в JSON формате у нас должны быть пары ключ-значение, ключ-значение. То есть мы должны теперь оформить наш e-mail и password внутри этого объекта. Как это делается? Мы открываем кавычки, ставим знак равно, чтобы написать наше значение. Так, вот здесь поставился, просто плохо видно. И опять кавычки. И теперь пишем сюда наш e-mail. Опять же какой-нибудь тестовый. К примеру, давайте возьмем test-mail, test.com. Так. И ставим запятую и пишем наш пароль. Password. Так, и наш какой-нибудь простой пароль. Опять же. Так, это наш первый объект. И давайте создадим еще один тестовый наш объект с нашими переменными. Опять же, это делается, мы после нашего объекта ставим запятую и оформляем следующий наш объект таким же способом. И давайте для чистоты эксперимента вставим наш действительно позитивный кейс, который у нас прописан в нашей тестовой документации. То есть опять скопируем,
Зайдем на наш сайт regress.in снова. Выберем тот метод, который мы хотим использовать. И давайте скопируем те данные, которые по умолчанию будут успешно отправлены. И мы получим наш 200-й статус-код. Так. И давайте сюда еще добавим наш пароль pistol. Так. Все, теперь мы сохраняем наш файл. Здесь нам не нужна запятая после последнего объекта. И давайте попробуем теперь использовать уже файл JSON для того, чтобы запустить нашу коллекцию с нашими запросами. Делается это аналогично, здесь мы ничего не меняем, наши переменные там уже предустановлены. Выбираем Select File, ищем наш файл data1. Так. Здесь мы должны выбрать Application.json, смотрим на превью. Как мы с вами видим, есть какая-то ошибка в позиции 17. Давайте проверим, в чем там ошибка. Откроем наш JSON. И что-то я сейчас ее не нахожу. Давайте сделаем по-другому. Мы можем найти какой-нибудь так называемый JSON Beautifier, который нам сразу покажет, где у нас ошибки. Код Beauty, если не ошибаюсь, неплохой ресурс. Да, то есть мы можем сюда скопировать наш JSON-чик. Так. 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 И здесь, видите, у нас есть какая-то ошибка. Да, здесь у нас не равно, извините, я вас запутал. Я не так часто обращаюсь к использованию вообще каких-то файлов с предустановленными переменными, поэтому, извините, могут быть такого рода ошибочки. Но вот этот инструмент помогает нам очень хорошо увидеть все ошибки сразу. Так, давайте заменим здесь. Так, видите, тут тоже ошибки пропали. Видимо, если бы я мог подвести и посмотреть, какие там ошибки, то тоже бы показала система, что есть ошибки внутри нашего JSON формата. Как видите, никто не идеальный, у меня тоже бывают ошибки и срабатывает человеческий фактор. Так, сохранили наш файл, попробуем снова его добавить в нашу коллекцию. Так, data. Автоматически подтягивается, все хорошо. И как мы с вами видим, все, здесь должно все хорошо сработать. И пробуем отправить наши запросы. Как я уже говорил, так как у нас тестовая API-шка, то те данные, которые нам предоставляет сам ресурс, передаются корректно и появляется 200-й статус-код. Для вот этих двух методов, скажем так, и для двух запросов у нас появляется 400-я ошибка. Но если мы с вами опять нажмем на регистр, откроем Request Body, у нас действительно передается e-mail и пароль, который мы предустановили в файлике JSON. То есть таким образом мы можем массово создавать наши переменные и тестовые данные для того, чтобы воспроизводить их внутри JSON и не делать лишнюю работу для каждого отдельного запроса. Это то, что касается использования CSV и JSON файлов в этом формате для так называемого Data Driving Test. У меня недавно спрашивали в прямом эфире, что это такое. Вот мы сейчас наглядно с вами увидели. Когда мы используем какие-то данные, которые включены внутрь другого файла, и этот файл помогает нам соптимизировать нашу работу. Вот это и есть Data Driven Testing. То есть тестирование, которое управляется данными. Надеюсь, что теперь у вас немножко в голове отложилось, что это такое. И еще такой момент, который я хотел с вами рассмотреть, чтобы не переносить это на следующий урок, это как мы можем использовать Postman для тестирования SOAP протокола в SDL, XML, вот это вот все в таком русле. Как это можно сделать? Давайте с вами для начала создадим еще одну новую коллекцию, которую мы так и назовем SOAP. Эта коллекция у нас создана, мы можем закрыть наш пост-запрос. И для начала нам нужно найти какую-нибудь тестовую SDL для нашей работы. Я оставлю ссылку вот на этот сайтик небольшой, где есть информация, где мы можем вообще найти такие тестовые SDL.
Также здесь есть уроки по SOAP UI, то есть если вам интересно прокачать себя еще и внутри этого инструмента, вы можете пройтись и проделать те задания и проверить ту информацию, которая содержится на этом ресурсе. И давайте какую-нибудь возьмем VSDL, к примеру, с странами. Мы с вами создали новую коллекцию, и теперь мы должны создать новый запрос внутри этой коллекции. Как это можно сделать? То есть, как обычно, создаем наш запросик, выбираем обязательно метод post для этой тестовой нашей VSDL и копируем URL из адресной строки. Так, это мы с вами скопировали. И теперь мы должны перейти во вкладку Body, выбрать наш уже любимый row, то есть сырой такой формат, выбрать XML. И что нам нужно проверить? Опять же, в хедерах должно появиться content type XML. Но так как у нас оно почему-то не появилось самостоятельно, давайте мы это сделаем сами. Мы должны сюда добавить text XML. Так, text XML. Все, у нас теперь все правильно настроено. И в наш body мы должны добавить непосредственно тот метод, который нас будет интересовать. Если вы вспомните, когда мы работали с вами в инструменте SOAP UI, то есть там автоматически VSDL-ка перерабатывалась в удобном виде для того, чтобы мы сразу увидели те методы, которые мы можем использовать в нашей работе. Например, метод для регистрации, метод для просмотра списка юзеров, еще какой-нибудь метод. Как это можно сделать, не прибегая к установке SOAP UI, это установить дополнительное расширение для нашего Chrome. Одно из таких расширений это Whistler. То есть мы с вами находим его в магазине Chrome, устанавливаем, конечно же. И это расширение у нас установилось. Мы переходим на страницу с веб-сервисами, включаем это расширение на этой странице. Давайте обновим эту страничку. И теперь, когда мы с вами открываем его, то появляются все возможные методы, которые мы можем использовать в нашей работе. Давайте посмотрим самый первый, то есть узнать столицу нашей страны. Копируем нашу XML для нашей работы, для того, чтобы запустить этот метод. Вставляем ее непосредственно в наше тело, так как мы не забываем, что у нас метод post и должно быть тело запроса. И, как мы с вами помним, мы должны ставить сюда какое-то значение. Давайте попробуем узнать столицу для Беларуси. Так, отправляем этот запрос. И все проходит успешно, то есть столица нашего государства, которое мы сюда вводим, Беларуси, это Минск. И вот таким образом мы с вами можем отправлять непосредственно запросы для тестирования SOAP. Если у нас есть какая-то VSDL-ка, мы предустанавливаем непосредственно наш плагин, дополнительные расширения для Chrome, и с помощью него можем просматривать те методы, которые у нас прописаны в нашем файле VSDL, не прибегая к дополнительной установке инструмента SOAP UI и не разбираясь в нем дополнительно. Все можно делать в Postman. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Надеюсь, что данное занятие показалось вам полезным. Если же да, то обязательно ставьте свой большой и жирный лайк, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если что-то осталось непонятным после данного занятия. Подписывайтесь на этот канал, если вы здесь впервые, и следите за обновлениями. Дальше будет только интереснее. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!